Всем привет! Ну что, Genshin Impact? Genshin Impact. Сегодня в планах ивент, который я так и не пощупал. Это мастер монтажа. И сюжет, если успеем. Я не знаю, как долго длится мастер монтажа. Вот. Но осталось совсем чуть-чуть, плюс тут какие-то примагемы еще и ресурсы дают, поэтому почему бы и нет. Вот. Однажды вы встречаете старого друга в кафе Лютес. А я смогу... Стоп. Забейте. Серьезно? Всем привет. Даниэр, привет. Кирару, Нуна, Эндрюс, Ли. Всем привет. В моем плане что-то пошло не так. Что такое? До сих пор это этот квест. Новое? В смысле Яо-Яо? А где Яо-Яо? Это же вот этот квест, где мы ходили и просто разговаривали с NPC. Ну, точнее, с персонажами. А где Яо-Яо найти? Как, может, ее на карте где-то она есть? Нуна, еще рано, какой, прекрати. План пошел весь по бороде. Только что. Спасибо за подарочки. В Лиуэ. Ой, я теперь за этой дырки теряюсь. В Лиуэ должна быть Яо-Яо. Но ее нету. Ну, по крайней мере, я ее не вижу. Обидно? Ой, Ли, все нормально. Ты не встречал ее, видимо. И что мне теперь делать? Как обычно, YouTube почему-то сразу не врубает трансляцию, обновляешь, Тенра уже что-то говорит. Я не виноват. Она рядом с мадам Пим. Мадам Пим. Луна, приветик. Это вот здесь, вверх по лестнице, если не ошибаюсь. Давайте попробуем. Обидно просто, потому что мне понравился этот квест. Говорит Ку. Привет. Назару IT говорит топаем до Фонтейна. Нет. Нуна говорит, ее было бы видно на карте же. Ну вот, я тоже об этом думаю. Эндрюс говорит, она может быть и в Цинце. Эшли говорит Буб Тенра. Здрасте. Кстати, Лару у нас Луна квест говорит, как дела? поговорить с Ксавье. Все нормально, как твои? Пойдемте к Ксавье поговорим. Ли говорит тогда. Эшли Буб Лисёна. Нуна говорит Бэу. Не Эндрюс говорит деревня на севере Лиюэ. Север Лиюэ? Эскобиароу говорит привет Тенре. Привет. Еплай говорит, ты помнишь, чтобы с Ты ней уверен? разговаривал, пока она с копьем тренировалась. Нет. Эндрюс говорит Ксавье в Фонтейне в городе. Сергей Чернов говорит здравствуйте, Тенра. Здравствуйте. Эскобиароу говорит, как давно меня не было. Эшли говорит Бупли, Тебя звездочка, давно не обнимахи, было. звездочка. Ладно, давайте пойдем к Селена Лет Ксавье. говорит Тенра привет. Но не Что к этому проходим? Ксавье. Ну, видимо, это. Лару Луна говорит, квесты. ой, у меня тоже все хорошо. Это хорошо. Ли говорит, анимация новая. Хотя, может, я только заметила. Ну и несколько дней. Эндрюс говорит на севере региона Лиюэ. Региона. Долина Назару Бишу. IT говорит ура Фонтейн. Цинце, вот она. Ну, опять же, нету иконки ее. Там же всегда иконки показывали. Кристран Тиай говорит мяу-мяу. Всем хелов, фачерит хиарчепи. Кристин, привет. Ли говорит Бэу. Так, ладно, давайте тогда я Анимика пойду сейчас говорит просто в дратуть равно надзор. зе. Здрасте, равно зе. Эндрюс говорит, значит, не судьба. Обидно на самом Нуна деле. говорит, как ваше ничего. Ничего. Эндрюс говорит Мика Кусь. Как ты видела?
Данияр Шеймарденауф говорит, перед походом в деревню она должна была встретиться рядом с бабушкой и рассказать про планы на поход. Блин. Почему? Почему мне не дали этот квест? Он же еще Зайрин Эш активный. говорит hello. Hello. True Freezer говорит привет, Тенре, как дела? Привет, все нормально, как твои? А можно, давайте так с Авье поговорим? Великолепно. Предыдущие испытания прошли очень хорошо. Они как будто были полностью очищены. Что ж, тогда давай... Нам осталось лишь утвердить маршрут перемещений, и мы можем начинать. Однако мы также должны избегать Фатуи. Я же могу всех развалить. Похоже, нам придется идти длинным путем. Этот приятель довольно громоздок, поэтому лучше всего найти ровную дорогу, чтобы доставить его внутрь. Вот что ты переживаешь. А потому я хочу, чтобы ты вернулась в горн Микаге. Если ты обнаружишь какие-то разбитые тропы, помоги мне их восстановить. Серьезно? Будем делать дороги. Маршрут у меня, конечно, не готов, но чем больше дорог, тем будет доступно... Чем больше дорог нам будет доступно, тем лучше. Знаешь, я не эксперт в области дорожного ремонта. Так тебе и не придется восстанавливать их до идеального состояния. Просто положи поверх выбоин деревянные доски. Сейчас начнется в чат. Я все понял. Это просто пресс F. Ну чат. Кстати, есть пропали. Нет, это же я не это. Не специально. Есть такая скороговорка. Если вы попробуйте ее быстро говорить. Еду я по выбойне, из выбойны не выйду я. Очень быстро так говорите, и тоже получится такая же оговорочка. Ну, типа, я же это не специально, без умысла. Деревянные доски, чтобы мы могли провести по ним наше устройство. Доски можешь собрать поблизости. Я останусь здесь и попробую повысить надежность нашего аппарата. Ну да, ты же бесполезный. Это Тенра после того, как попробовал бездну. Беда. Назар Уайти говорит, это Фонтейн. Какой Фонтейн? Алло, это Инадзума. Так, подожди, где он? На самом деле, мне этот квест с этим чуваком уже надоел. Ну, наговорить чего-то я за эту неделю вымоталась ужасно. Так выходные Назар впереди. Уайти говорит квест в Фонтейне. Не-не-не. Грим говорит, что лучше для стримов, если Twitch, ставьте плюс, если TikTok, то 2. Лэри Луна говорит, любишь Инадзуму. Я люблю Инадзуму, да. Я просто подустал уже немножко от нее. Назар Уайти говорит... Инадзума вторая в моем сердечке. Анимика говорит, ютапчик в сердечке. Так, пацаны, пустите меня. Нуна говорит, у кого выходные, у кого рабочие. Серьезно? Ну тогда F тебе. А что происходит? Так можно мне увидеть хоть что-то? Я задолбался из-за Майна ложиться в 4 утра каждый день. Фачерит дратный вес. Назар Уайти говорит, ждем Фонтейн на ивент. Нет, Фонтейн не Данияр будет. Шеймарденауф говорит, вообще, ивент пусть и получают Фонтейне, но выполняется без необходимости куда-то ходить. Ли говорит, ютапчик хороший, но тик мое место. Похоже, эти записи... старые записи. Похоже, эти записи были украдены во время последнего набега Фатуи. Годы сделали свое дело, и местами записи невозможно разобрать. Не, мы это читали. Извините. Все. Какая у тебя идея? Так, я слышу, как меня жарят. Лэри Луна говорит, я, наверное, пойду лучше на Twitch, а то этот ТикТок так бесит. Так где идея? Ли говорит, кто-то ты 4 утра ложится, а я теперь в 5-6 утра встаю фейс вистир. Эшли говорит, Тенра, а можно же к Бупу придумать, чтобы мордочка лисы появлялась и лапкой Буп по аватарке делала Ильми? Эндрюс говорит, дозиметры это будет очень не очень. В плане это будет сложно. Отремонтирую. Реально починилось. Шеймарденауф говорит,
Столько мемов пропускает Тенра из-за того, что пропускает этот ивент. Ну а что я Ли могу говорит, все, поделать? мое умение писать отошло на последний план. Блин, меня жарит. Чат, меня жарит. Эшли говорит, поняла, тогда будем еще думать. Да, ну тем более, опять же, Буб это не про лисичек, как бы, не, это больше про котиков. Лисички так, с краю. Между прочим, поэтому тоже не Лонард вариант. говорит, я одна. Ты одна. Назару IT говорит, рыбалку не скипнула монтаж скипать. Фейс Скременко инфир. Там просто оно в середине. Рыбалка была прям рядом-рядом. Что происходит? Где эта фигня? На верхушке? Ну, давайте вот отсюда спустимся. Это какой-то развод. Просто там прям в центр надо идти. Это печально. Бум. Нунер говорит, вообще не одна. Лунард говорит, как я вижу, ты любишь Инадзуму. Но Ли мне говорит, нравится. голос сорвала, встреча отложилась. На выступлении все через попку пошло. М, День какой-то не очень. понятно. Епрлай говорит, там вполне реально по стелсу до квеста добраться без спойлеров. Эшли говорит, в смысле с краю? Ола, у лисик носик есть. И Ну вообще что? запатентовано лисой Бупусю. Ну, вообще-то говорит, нет. привет. Это Буб это про Делмар котиков. Аубакеров Лисы говорит, так привет, Тенра, я пристроились. тебе заявку в друзья Привет. отправил мой ник в стиме Патрикстар. А я в стиме не Лунарк принимаю. говорит, Нуна, приветик. Сори. Нунер говорит, привет. А, вот. О, какой ты. С меня опять будут добежать эти молнии, да? 6308ユニット安全距離確認630 Можно я тебя просто вот так вот кританишь с кем-нибудь? Эшли говорит, ах ты ж, пристроились говорить. Тьфу. Эндрюс говорит, у нас сейчас коллективная работа над треком, по вечерам идет на конкурс в Москве. Через 10 минут снова вас покину. Ого, давай. А ты нам скинешь потом результат или нельзя? Лена Грик говорит, привет. Привет. Я Манго пропустила. Нет, стрим идет 13 минут, мы вот только поняли, что мы не можем пройти ивент, и мы проходим наш квест, который мы уже миллион лет проходим, блин. С Ксавье. Отремонтировать. Чиню дороги без Эшли говорит, мы, смс-регистрации. конечно, любим пристраиваться, но там, где можно хитрить, и не только, а в бупах мы первые. Нет, в Бупах вы вообще Эндрюс не говорит, первые. думаю, можно будет, после судейства. Понял. Ли говорит, у меня, Так. кстати, тоже встреча была по одному съемочному проекту. А вы Даниэль отправляете свое Шумарденауф творчество? Алло. говорит, от этого фатуйца всегда слышу, ты меня Саку. Ли говорит, ну точнее должна Спасибочки. была быть. Так. Не получилось встретиться. Ну да, из голоса. Ты уже проверил дороги? Ровнее не бывает. Хорошо, тогда беремся за дело, но позже. Эй, ты! Ой, секунду, это у меня. Так, я думаю о том, что может случиться, понимаешь? Например, что мы будем делать с этими безумцами в масках, если они извлекут ядро, когда мы войдем? А потом они вставят его куда-нибудь, в какого-нибудь стража руин, и он сойдет с ума, зашвырнет нас куда подальше. Может быть, во время очищения горла Микаге объявится какая-нибудь элементальная тварь и одним махом сожрет ядро. А в худшем случае тот легендарный змей воспользуется случаем и воскреснет. И тогда нам всем труба. И все, конец игры. Ты чё? Ты же был сдержанный такой. Вот, держи себя в руках, алло. Прости меня. Это просыпаются мои старые привычки. Я всегда обдумываю самые худшие сценарии. Я оставляю несколько вариантов плана, составляю. Когда наступит время, мы пойдем и положим этому конец. Хоть бы получилось. Это еще не конец, серьезно? Слышишь ты? Я устал уже с тобой нянчиться. Ох, ладно.
Так. Это который... Так, Нуна, ты сейчас бан отлетишь. Привет, всем привет. Это еще не конец, да, я понимаю, что, я так понимаю, еще 1 или 2 шага будет. Есть ли у нас еще какой-то квест, который мы выполняем? Давайте сразу с этим покончим и пойдем дальше. Что-то тревожит говорит ли Годвина. подчеркивание беда-беда. Подожди, Онка Годвин? говорит Бэу. Да. Лунарка говорит, а где моя любимая девочка? Я что, буду одна тут тебя кибербулить? Нуна говорит, Я тебя а я-то забаню. там при чем? Сам Бяки рассказывал. Я-то не виноват. Подожди, это что за квест? Вот Катерины... Катерина мать нас отправила дальше. Но мы пошли в экономию. Я предлагаю тогда... Это что такое вообще? Почему у меня какие-то квесты непонятные появляются? Я предлагаю пойти в... Ли говорит, вы чего? Это же не Тенра виноват, это все Геншин. Вот именно. Кристрантиай Вот, говорит, разлом. ты все же не хочешь добежать до Ксавье с закрытыми глазами? Там ивент забавный, действительно. Лунарк говорит, на Твиче может банить мне все равно, я им редко пользуюсь. Хих. Нет, я тебя просто Эндрюс везде говорит, забаню, это ж квестик так не с работает. загадками, зато потом не будет дискотеки на острове. Аня Мика говорит, можешь в пол Мгм. смотреть. Вы хотите, Линка чтобы я говорит, его «Приветик, выполнил? батя». Привет. Катока говорит, какую часть сюжета сегодня будешь проходить. Я пока еще не в курсе. Не понимаю. Как будто бы нам нужно пройти квест, а как будто бы меня гонят проходить ивент. И я Дани даже не Яркс знаю. говорит, в разлом переместиться надо, что квест открыть. Мгм. Нуна говорит, пошли за ивентом. Эндрюс говорит, и на Дзуму все равга проходить. Так, Лунарк ладно. говорит, вот так ты значит со мной. Да где? А ты как Аня думала? Мика Все говорит, равны? Дамс, лучше с кем-то, чтобы кат-сцены не задушили. Еплай говорит, СВМ в названии стрима ивент указал. Да и вот, нам нужен был ивент, Просто он так Дани Яркс далеко. говорит, лучший ивент, там много приколов. FLUI говорит ли подчеркивание Дада Тенра же пусечка. Я такая пусечка, вы не представляете. Мне нужно кого-нибудь впустить, чтобы у меня не было кат-сцен, я правильно понимаю? Эндрюс говорит, в город Фонтейн придется прогуляться. Ну я там... Аня вроде Мика был. говорит, а в ивенте гемы, а у тебя Фурина не выбита еще хехи, смайл, улыбка с подмигиванием. Такая злодейка. ты. Кристрантия говорит Мика, так у нас уже есть ТП в Фонтейне, не надо на автобусе ехать. Так, подожди, свободный вход. Нуна говорит, пусечка. Ну, Лунарк давайте. говорит, ну я тебе это запомнила, я-то злопамятная. Ну, ты, значит, еще быстрее в бан летишь, так же нельзя. Я буду смотреть в пол. Ой, в меня вошли. Кто, Мика? Ну, конечно, быстрые пальчики. Я буду в пол смотреть, поэтому извините, если будет вид некрасивый. Хотя, смотрите, какая трава прикольная. С синим оттенком, такая приятная. Аня Мика Ярко. говорит, не все же тебе в меня входить, ахаха. Да, я один разочек, это ты постоянно в меня ходишь. Как проходной двор из меня уже сделал. Эшли говорит, подождите. Так, тихо. Нуна говорит, Мика вошла в Тенру, звучит. Что за тюлень? Ли Это говорит, я, когда кому банан? наемся еды. Я уже наготове. Он такой милый, я не могу. FLUI говорит, Мика, как всегда, самая быстрая. Эшли говорит, а понятно, входит, там осуждаю. Угу. Лунарк говорит, можно к вам. Если успеешь. Кристрантиай говорит, мне сегодня не зайти, плак, не унаута. FLUI говорит, а матушка Эшли Буб. Ой, тихо, не подлагивай игра. Новые локации прогружаются, игра Линка немножко говорит, подлагивает. бать, как дела? У меня все нормально, Что Линочка. нового? У меня... Как да Кысыч. ничего. Кысыч нормально, жив-здоров. Лунарк говорит, Как покажи твои дела? ник. Эшли Какой говорит, ник Буб, показать? доча. А ну давай наш семейный Буб. Так, Ли говорит, Просто я надо буквально отдохнуть. была вот этим тюленем с больными суставчиками и поясницей после выступлений. Линка говорит, да все хорошо. и это хорошо, когда хорошо.
Здесь так красиво, я не могу. Блин, мне очень нравится. Это Фонтейн или Сумира, я не понял. Дани Яркс говорит, ты можешь спокойно в воду погружаться. В смысле? Дани Яркс говорит, не утонешь. Булите Нуна меня? говорит Фонтейн. Если у меня стамина кончится, я не умру? Я не хочу проверять, мне кажется, меня обманут. Каир Зухрни говорит Фонтейн. Окей. Кристерн Тиай говорит, утонешь. Вот. Ани Мика говорит, Меня умрешь. хотели убить? Чат, я Нуна осуждаю. говорит, не утонешь. Так, Нуна, я понял. Нуну Ани баним. Мика говорит, ты еще не резонировал с Гидро. Нет. Кристерн Тиай говорит, пока статую не тыкал, утонешь. Все понятно. Нуна убийца, я Лунард понял. говорит, ему надо сначала статую акт. Акт. Мне надо сначала все потрогать, пощупать, а потом уже все вот это Каир уже Зухрни делать. говорит, ты к Гидро статуе подходил? Нет, я еще никого не трогал. Я пока не буду здесь ничего трогать. Нуна говорит, ты ж до статуи не ходил, я запятую не поставила, фу на меня наговаривать. Рассказывай. Так, а мне вниз или вверх? Куда идти? А, вы, кстати, вошли в меня, у вас же мир тоже закрыт, телепорты все закрыты. Эндрюс говорит, это не город, если чё. Но все равно. Ладно. Каир Зухрни говорит, попробуй за года к статуе подойти и поймешь интересную фичу. Лунард говорит, я пришла. Эшли говорит, а ты же уровень повысил, тьфу. Подожди. Катока говорит, Мы Фонтейн так вроде далеко. красивый, но он мне почему-то меньше других регионов нравится. Подождите, а можно мне встать подышать? Так, встань. Не то. X. Линка говорит, я что-то решила вернуться в Геншин. Ой, ты молодец. А нам нужно на мост, да? Плохо. Кристерн Тиай говорит, так была стоянка, взял бы катер. Где? Лунард говорит, это вареничек. Где? Или я уже профукал все, да? Изидр говорит, здравствуйте, мистер Тенра. Мы запомнили со вчерашнего стрима, запомнили, как считать. Ида, здрасте. Эндрюс говорит, тут недалеко Аквабус до города ходит. Аквабу? Каир Где Зухрни он? говорит, Фонтейн — это красота. Сюжет я считаю интересный, особенно нравится, что он отсылает на Францию. Лена Грик говорит, ты можешь под воду погружаться. Нет, не Фон. могу. Еще нет, еще нет. Дани Аркс говорит, без благословения от статуи только через мост, получается. Подожди, а где мост? Эндрюс говорит, Только что фонд а, вот поищи же он. и иди по дороге. Кого? Линка говорит, блин, ладненько, я пойду. Линка говорит, Так, удачного стрима. Вот у меня один телепорт здесь. Эндрюс говорит, фонтан у театра. Ой, вот еще есть телепорт. Ли говорит, Давай, хи-хи-хи-хи. пока-пока. Да, мы запомнили, как считать. Детям показывать будем. Ой, тут так учить прикольно. счет стенрой. Лучше не надо. Детям вообще не надо заходить на мои стримы. Алло. Эндрюс говорит, статую открой как раз. Не-не-не, я не буду ее трогать. Так, Мика, второй плеер. Так я к тебе иду. О, я утонул, да? Подожди. О, корабль. Он ходит. Поехали, собака. Ехай. Я пришел, ты должен ехать. Ой, все. Кристерн Тиай говорит, там вызвать надо. Это что, акведук? Эндрюс говорит, подойди к рекламе справа. Кристерн Тиай говорит на остановке. Ой, ладно, все. FLUI говорит ли подчеркивание ха-ха, я буду учить, я же воспитатель будущих ха-хах. Каир Зухрни говорит, тут должна появиться кнопка «Ждать Аквабум». Зайрин Эш говорит, у вас свои коопные игры, у меня свои. Угу. Каир Зухрни говорит, Аквабус звездочка. Ли Ладно. говорит, FLUI циркумфлекс, У нас пешие подчеркивание прогулки. циркумфлекс, вот. Идеально, я считаю. Тут так красиво. Немножко пустоват мир, вот эти вот, еще из-за того, что лот грузится, и там вдалеке низкополигональные модельки. Но если убрать вот это и смотреть просто на природу, то она
прикольная такая. Опять же, пустая, но почему-то нравится. Атмосфера здесь такая. Эндрюс говорит, да не пустоват он, тут весь мир под водой. А, я видел, я когда как-то заходил к другим людям на стримы, они под водой плавали. Каирзуха не говорит, ты просто под водой не был. Все понял. Аня Мика говорит, все под водой. Все. Ой, бежит Даня по Аркс говорит, воде. тут свои приколы есть. Все. Эшли говорит, а я вот учителя ха-ха-ха. Представляете, лиса учит? Учит Ой, лисят, как чему она там хвостиками вилять. научит? Вот эти вот хвостики Кристиан Тиай ее. говорит, вон Фурина по воде бегает. Мгм. Ей кайф. Куда вы меня ведете, дама? Ейш говорит, приветики. Приветики. Сейчас. Я пойду наверх. Лонарк говорит, да это я. Или мне вниз? Каирзухрни говорит, я с радостью зачищал этот регион, потому что дизайн прям топ. Угу. Кристиан Тиай говорит, Мне я наверх или поняла. вниз? Мы бомжи. У нас нет денег на проезд. ХД. Скажите мне, наверх или Каирзухрни вниз? говорит, внизу ТП есть, а рядом Катерина. Мне Катерина не нужна. Просто в теории я могу наверх Эндрюс говорит, забраться. вниз в кафе. А, все окей. Так, можно я посмотрю карту? Эшли говорит, учу, как нужно быть хитренькими, угрохать курочек на фермах. Точка, что же еще точка? Ладно, я даже да, книги не буду как пока трогать. хвостиками вилять. Ух ты, здесь роботы ходят. А ты добрый? Ты добрый или ты бычишь на меня, не понимаю. Тихо, я хочу забулить его. Ой, все. Катока говорит, мы ивент же проходить будем. Да. Еплай говорит, это мент местный. А, Эшли серьезно? говорит, не все роботы добрые, в городе добрые все. Так, все. Ксавье. Это же пес, с которым мы сейчас, да, общаемся? Это наш Ксавье, который пес. Здравствуй, великая искательница приключений. Приветствую, великий режиссер. Давно не виделись, Ксавье. Как дела? Как дела? О, ты говоришь то же самое, что и я. Друзья всегда понимают друг друга. Но раз я опередил тебя на полсекунды, то давай ты первый ответишь. Как обычно, я работаю на гильдию искателей приключений. На полставки подрабатываю спасительницей мира. Ты такая невозмутимая. Если бы кто-то другой мне так сказал, я бы решил, что это преувеличение. Но в твоем случае я уверен, что это правда. А я, как обычно, готовлюсь к съемке следующего фильма. Ты мне только камеру не давай. Недавно мне в голову пришла идея сюжета для приключенческой истории. Незнакомцы в опасном путешествии вместе преодолевают множество испытаний. Да, я еще не решил, какие трудности им предстоит преодолеть, но все будет хорошо, они станут героями. А что до концовки... Я тоже еще не решил. Может быть, наши герои пойдут разными путями или продолжат тропу в царстве сиквелов. Спасибочки. Помимо этого, у меня есть еще несколько идей. Честно говоря, мне кажется, что у меня в голове целое море идей. Когда я ложусь спать, меня затапливает вдохновением. Плохо то, что это мешает спать. Хорошо, что у меня всегда множество идей. Похоже, все идет по плану. Не все гладко. Например, вопрос финансирования и спонсоров. Иногда я встречаю щедрых спонсоров, иногда выдается отличная возможность, как кинофестиваль Фонтиналия. Но это происходит редко, поэтому приходится полагаться на собственные силы. Нужна помощь? У меня денег нет, сразу говорю. Спасибо за заботу, но нет. Я не нуждаюсь в особой помощи. Я не хочу пользоваться добротой друзей, чтобы исполнять свои желания. Я только хочу, чтобы вы остались моими друзьями, и чтобы мы время от времени общались. Я найду способ собрать нужную сумму. Например, я сниму рекламу для некоторых спонсоров. Не очень большой заработок, но стабильный. Реклама?
Да, с тех пор, как фильмы стали популярны, многие торговцы и организации заинтересовались этой инновационной формой рекламы. Они нанимают людей, чтобы придумать сценарий, а затем снимают ролик. В отличие от фильмов, рекламные ролики должны заинтересовать зрителей на короткое время, поэтому они должны быть короткими и оригинальными. И еще мне приходится учитывать интересы спонсоров. Иногда их предложения противоречат друг другу, а иногда просто не имеют смысла. Ха, только никому не говори. Звучит интересно. Ничего, так... непросто. Звучит непросто. Ничего, такова цена создания истории, которую я действительно хочу снимать. Это как есть морепродукты. Невозможно добраться до сладкого мяса, не расколов раковину, не так ли? Не беспокойтесь обо мне. Кроме того, если мои предыдущие примеры показались вам абсурдными, расскажу про одного спонсора. Он настоял на том, чтобы главный герой моего триллера, крутой бескомпромиссный парень, появился в начале фильма, попивая их детское молоко. Больше рекламных роликов, снятых отдельно, означает меньшее размещение рекламы в моих фильмах. С этой точки зрения коммерческие съемки гораздо предпочтительнее. Да, кстати, есть кое-что, о чем бы я хотел тебя попросить. И что же? Давненько мы не работали вместе, не так ли? Буквально минут 5 назад, 10. Мы снимали много в прошлом, и получалось неплохо. Я помню, что тебе нравилось снимать фильмы. Какие фильмы? Прекрати, я не такая. Может, попробуем снять рекламу вместе? Реклама немного отличается от фильмов, но это тоже очень интересно. Я уже отснял все нужные материалы. Тебе не придется бегать и снимать. Нужно лишь проявить немного креативности во время монтажа. Значит, на этот раз будем заниматься монтажом? Ага, заходи, как будет время, не волнуйся о финальном продукте. Мне хочется опять с тобой поработать, а спонсоры за все заплатят. К тому же реклама должна быть интересной. Давай доверимся вдохновению. Кто знает, возможно, получится лучше, чем мы думаем. Окей. Следуя синопсису, выберите подходящие материалы для каждого кадра, соберите их в завершенную пленку и закончите монтаж. Если монтировать согласно синопсису, можно получить восторженный отзыв. После того, как вы получите восторженный отзыв, ограничение сценария будет снято, что позволит вам свободно выбирать количество используемых материалов и экспериментировать с окончательными вариантами разной длительности. Один и тот же материал может использоваться в одном сценарии до 3 раз. Так. Доступные материалы и соответствующие реплики вы увидите в обзоре материалов. После монтажа можно сохранить окончательный вариант. Первая завершенная пленка будет установлена для репоста по умолчанию. Итоговый монтаж друзей доступен в записях монтажа. Так, давайте так. Я быстренько схожу, возьму попить и вернусь, потому что я пить хочу. Всем привет, кстати, кого не видели. Дани Аркс говорит да. Ищите работы Тенра на черно-оранжевом сайте. Лунарк говорит Катока, как Тенра решит. Лунарк говорит, ну не надо. Кыстил говорит Санехник. Эшли говорит, вы все лисяткам, а вы мои лисьи ученики. Катока говорит Эшли, благодарю мой многоуважаемый учитель Фолдит Хинтс. Эшли говорит, а я лисяточная принцессочка. Я здесь. Так. Самый важный выбор. Да, можно я прочитаю? Поручение на рекламу алхимического зелья от Орда Фавониус. Заказчик хочет подчеркнуть важность выбора правильного зелья.
Завершите монтаж, используя 5 или более разных материалов. Завершите монтаж и получите восторженный отзыв. Сюда. Господа, дамы. Спасибо. Что вы там делаете? А вы где? Ладно. Так, ладно, я вас кикаю. Спасибо, что... ты здесь одна. Спасибо, что довели меня до слез. Я ухожу. Черно-оранжевый монтаж? Ну давай. Я же не против. Ща такое сделаю, с ума сойдете. Не волнуйся о финальном продукте. Мне хочется опять с тобой поработать, а спонсоры за все заплатят. Так? Серьезно? Ладно. К монтажу. Подготовка. Готовимся. Самый важный выбор. Итак, моя дорогая подруга, работа по монтажу официально началась. Наш первый заказ поступил от Order of Favonius. Они хотят, чтобы мы сделали рекламу их алхимических зелий, в которой использовали бы смелые контрастные кадры, чтобы подчеркнуть важность правильного выбора. Согласно моему наброску, мы должны сначала представить неудовлетворительные результаты, возникшие при употреблении обычных зелий, а затем использовать слова рассказчика, чтобы затем рассказать всем, что это обычное явление. Наконец, мы можем показать эффект от употребления превосходных зелий. Я рекомендую тебе следовать этой логике при редактировании первой части, а затем посмотреть, как она выйдет, и собрать отзывы клиентов. Конечно, я поддержу твое художественное видение на 110%, так что не стесняйся, делай монтаж по своему усмотрению. Ведь заказ пришел из города свободы, так что по благословению судьбы свободный и беспрепятственный монтаж может привести к неожиданным результатам. Кстати, я слышал, что зелья из Манштата могут даровать вдохновение. Как думаешь, помогут ли они мне в будущем улучшить свои режиссерские навыки? Не знаю. Так. А что такое? Как можно посмотреть? Это не видео, это картиночки. Синопсис. Сцены 1.4. Покажите, как Сахароза сомневается в обычных зельях, но по наставлению Ноэль все равно выбирает их. Но при столкновении с хеличурлами эти зелья оказываются неэффективными, не улучшают ужасное состояние. Ноэль, из-за них она сражается плохо. Это зелье пойдет? Уф, я вчера занималась допоздна, так устала. Это зелье подойдет? Похоже, тебе это уже знакомо. Не волнуйся, наверное. Подойдет, наверное. Это зелье подойдет? Это сейчас так задала. Все потому, что происходит сейчас по всему масштабу. Следующее вы можете ругается. И только при сложении вы не примите важнейшее решение. Избавьтесь от усталости и вновь станьте с собой. Алхимические зелья Order of Favonius. Гарантированный рецепт вашего спокойствия. Дай мне свое лучшее зелье. Так нам нужно показать... Она такая приходит. Дай мне свое лучшее зелье. Такая вся классная. А мы говорим. Это зелье подойдет? Она такая. Не, подожди. А кто из них это говорит? Типа, дайте мне лучшее зелье. Это зелье подойдет? Это подойдет? И она такая в замешательстве, типа, дайте мне лучшее зелье. И она такая, Сахароза ей дает, и она такая, а это зелье подойдет? Это зелье подойдет? И она уже сомневается, потому что такая думает, что за беда? Что за беда? Тенра, у тебя есть ТГ? Конечно, есть, по ссылке в шапке профиля. Вот. А потом... Уф, извиняюсь, так устала. Готово, сейчас все сверкает чистоты. А сколько у нас кадров? У нас от 5 же, правильно? Нет, ЛС... Нет, ЛС я не даю, извини.
ну, как бы мне незачем ни с кем общаться, поэтому он не нужен. Так вот, это зелье подойдет. И потом что происходит? Допоздна так устала. На нее нападает Хиличу... Не, вот так вот. Нападает Хиличурл. Правильно? Правильно. И она такая... Уф. Что ж делать, как же быть? И она пьет зелье. Нет, где? Вот. Эх, похоже, тебе это уже знакомо. А потом где он ее делает с ней непотребство? Ну или в принципе, все потому что это происходит прямо сейчас по всему Манштату. Следующим можете быть вы. Избавьте от усталости и вновь станьте собой. Алхимические зелья Орда Фавониус. Та-та-та-та-та-та. И вот этот кадр в конце, где она такая: все, кайф. Как посмотреть? Выберите подходящий материал. Надо 10 сделать. Как закончить? Как закончить? Краткий сюжет. Это мы сделали. Выберите. Я не понимаю, нам нужно все закончить? Здесь 12. Ну вот, она... Па-па-па. Потом... Избавьтесь... Бум. 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 И вот это в конце. Здесь у нас повторяется кадр. Их можно повторять, но... Ну, как будто бы вот так. А мне покажут ролик или это как будет? Я просто сейчас проверить. Да, не свое лучшее зелье! Это зелье подойдет? Это зелье подойдет? Вот оно как. Чувак ругается. Уф, я вчера занималась допоздна, я так устала. Похоже, тебе уже... Это уже знакомое. Вот поэтому, что... Что? Все потому, что это происходит прямо сейчас по всему Манштату. Следующим можете стать вы. Дай мне свое лучшее зелье. Блин, это не то получается, фигня. Готово, сейчас все засверкает до чистоты. Избавьтесь от усталости и вновь станьте собой. Алхимические зелья Орда Фавониус. Гарантированный рецепт вашего спокойствия. Походу, я фигню наделал. Ты разойди в ТГ, я тебе ответы дам. Какие ответы? Ты о чем говоришь? Ну как? Понятно, это все моя невнимательность, наверное. Я сделал все плохо или как? Как посмотреть? Я не понял. Кадры. Не, зачем мне это не надо? Ты что, с ума сошел? Я узнаю это в конце, когда сделаю 3? Ты сделал не по синопсису. Ну окей, ладно. Обидно, конечно. Давайте сделаем по синопсису. Типа 1-4 сцены. Мне нужно прям это. Покажите, как Сахарос сомневается в обычных зельях. Ну, Сахарос сомневается вот это. Вот. Тут других нету, где она сомневается. В обычных зельях. Это вот это. Обычных зельях, но по наставлению на эльф... Но по настоянию на эльф все равно выбирает их. То есть она берет вот это. Вот это. Так, но при столкновении Хиличурла эти зелья оказываются неэффективными. То есть вот так. Вот так и вот так. То есть вот она такая. Это пойдет? Не волнуйся, пойдет, наверное. Ну да. Потому что это Сахароза спрашивает. Наэлька такая: ну окей. Нападает Хиличурла. Она такая: блин, я устала. Голова болит, все дела.
А Тимей выходит и поясняет, что такая ситуация довольно распространена и рекомендует публике выбирать зелье с осторожностью. Пояснить, такая ситуация это с 5 по 7. Вот, ну, как будто это начало. Эх, похоже, тебе это уже знакомо. И он потом такой: если только перед сражением вы не примете Все потому, что происходит прямо сейчас. Да, вот так и вот так. Все, вот это правильно. Как будто бы. Потом. Та же ситуация, что и раньше, но несмотря на сомнения Сахароза, Наэль в этот раз выбирает лучшие зелья, и теперь в бою с Личурлом Наэль показывает себя с наилучшей стороны. Так, это зелье подойдет. Подойдет. Так, с 8 по 11 хоп, и она здесь его убивает. И он здесь делает заключение. Заключение в том, что совершенно... да, ну все получается. Спасибо. Это зелье подойдет? Не волнуйся, подойдет. Наверное. Спасибо, лосось Сенка, спасибо. Уф, я вчера занималась допоздна и так устала. Хе, похоже, тебе это уже знакомо. Если только перед сражением вы не примете важнейшее решение. Ой. Все потому что... ой, подождите, а как отменить? Я не могу... Серьезно, нельзя отменить? Блин, а это не отменить. Я не вижу как. Спасибо за... Там перепутано местами. Я думал, у меня творческая свобода, а мне нужно по синопсису все делать. Фу. Самый важный выбор. Так, просмотр итогового монтажа, повторный монтаж. Опять придется смотреть полностью. Блин, это очень долго. Все потому что вы, если только перед сражением вы не примете важнейшее решение. Все потому, что это происходит прямо сейчас по всему Манштату. Следующим можете стать вы, если только перед сражением вы не примете важнейшее решение. Да, как будто бы вот так вот нужно сделать, да? Ну, как будто бы да. А можно, ну как бы мы уже это видели, я бы пропустил бы. Почему нельзя пропустить? Ты можно пропустить чат? Напишите. Ты можешь на самой ленте местами картиночки делиться. Да, я так и сделал. Я видел, там же было нарисовано. Похоже, тебе это уже знакомо. Все потому, что это происходит прямо сейчас по всему Манштату. Следующим можете стать вы. Если только перед сражением вы не примете важнейшее решение. Это зелье пойдет? Дай мне свое лучшее зелье. Она вот здесь тоже перепутанные. Дай мне лучшее зелье, а она потом дает вот это. Блин, я тоже перепутал. Готово, сейчас все засверкает от чистоты. Избавьтесь от усталости и вновь станьте с собой. Алхимические зелья от Орда Фавонис. Гарантированный рецепт вашего спокойствия. Понял. Блин, я опять перепутал. Подожди. Я получил восторженный отзыв. Невероятно, кто бы мог подумать, что финальная версия окажется такой увлекательной. Это и есть настоящий профессионализм. Ну окей. Там надо поменять, но я буду уже, наверное, не буду, потому что опять смотреть. Показывается итоговый 1, 2. Так. Выйти мне теперь?
После восторженного, может, мне... Но я хотел все грамотно сделать. Я просто это... Чуть-чуть не вдуплил вначале. Сюда и сюда. Все. Если есть, то только в народном выборе. Рекламное поручение от ресторана «Народный выбор». Заказчик хочет подчеркнуть качество еды, доступные цены и живую атмосферу. Жрать захотел. Сценарий был написан неким поэтом из Лиюэ. Ага, я даже представляю, кто это. Я забыл посмотреть, что там надо было сделать. Если есть, то только в народном выборе. Ваш второй заказ поступил от ресторана «Народный выбор» в Лиюэ. Еще одна реклама для привлечения новых клиентов. Честно говоря, эта реклама сначала меня встревожила. Я совсем ничего не знаю о кухне Лиюэ. Но мне очень повезло, и я столкнулся с добросердечной поэтессой. Серьезно? Из Лиюэ, которая помогла мне написать очень запоминающийся сценарий. Теперь моя подруга, не поможешь ли ты смонтировать все это, чтобы оно соответствовало логике сценария? Хотя должен сказать, что наша добрая поэтесса не выглядит слишком строгой, так что уверен, что она не откажет тебе в некоторой творческой свободе. Решать тебе. Я с нетерпением жду, когда увижу окончательный вариант. Так, синопсис. Начните с приветствия Гобы у дверей ресторана, затем с стишками шеф-повара Мао. Расскажите о местоположении ресторана «Народный выбор», качестве еды и уровне сервиса. Так, начните с приветствия Гобы. Гобы, затем стишками шеф-повара Мао. Дружелюбный персонал, чтобы клиент нас не ругал. В каком ресторане собираются... Что? Собираться с родными и друзьями лучше всего. Разумеется, в народном выборе на горе Тигра. Это в конце. Знаменитые повара, качественные блюда. Так, сначала нам нужно рассказать... Привет, Гобы ресторан, затем шеф-повар расскажет о местоположении. Местоположении, качестве еды и уровне сервиса. Вот так. Качестве еды. Качественные блюда. И уровни сервиса. А где? Вот. Вот. Теперь. Сфокусируйтесь на стишках Шаньхэ, чтобы сделать акцент на привлекательных ценах, которые делают ресторан отличным выбором на каждый день. Угощайтесь в любое время, домашней едой без стеснения. Вкусные блюда по доступным ценам всегда. Завтрак, обед или ужин. Народный выбор вам нужен. Это в конце. Вкусные блюда по доступным ценам всегда. Угощайтесь в любое время домашней едой без стеснения. Как будто, если честно, у меня не очень вяжется здесь рифма, но мы сделаем так. Вкусные блюда по доступным ценам всегда. Да, оно должно вот здесь завершаться, здесь вот это. Угощайтесь в любое время домашней едой без стеснения. Вкусные блюда по доступным ценам всегда. Завтрак, обед или ужин. Настоящий выбор вам нужен. Окей. Начните с стишками Сянлин, чтобы передать идею о свежести блюд и разнообразии меню, а завершите коллективной похвалой от публики. Идею свежести блюд и разнообразия меню. Зачем довольствоваться малым? Попробуйте, пируйте как адепт. Будьте героем удалым. Знаменитый папа. За разнообразие меню наш ресторан похвалю. Захотелось новенького? В народном выборе налетайте на готовенькое. За разнообразие меню наш ресторан похвалю.
Зачем довольствоваться мало? Пируйте как адепт. Как адепт, будьте героем удалым. И... Вот так. С народным выбором жизнь вкуснее. А, нет, подожди, похвала публики. Вот это. Ну, дружественно... Похвала публики, это вот это? С народным выбором жизнь вкуснее. Закадровые сцены, как Гоба ел тайком, его застукало. А, Гоба, опять тайком перекусываешь? Это вот это тогда? Вот так и вот так. Хотя вот это тоже подойдет, как будто бы он смотрит, а потом вот здесь сытый. Ну не, ладно. Давайте попробуем. Пахлава от публики, да. Есть, баба. По-по-по-по-по. Ля-ля-ля. В каком ресторане собираться с родными друзьями лучше всего? Разумеется, в народном выборе. Знаменитый барак, качественные блюда. Дружелюбный персонал, чтобы клиент нас не ругал. Угощайтесь в любое время. Что это за голос? Домашняя еда без стеснения. Это не ее голос, алло. Вкусные блюда по доступным ценам всегда. Завтрак, обед или ужин. Народный выбор вам нужен. Захотелось новенького? В народном выборе налетайте на готовенькое. В разнообразии меню наш ресторан похвалю. Зачем довольствоваться малым? Пируйте как адепт. Будьте героем удалым. С народным выбором жизнь вкуснее. А, Гоба, опять тайком перекусываешь? Восторженный отзыв. Если реклама нужна, отличный выбор. Путешественница тогда. Тенор тогда, на самом деле, звучит складно. Есть еду, пить вино. Жизнь будет как кино. Прикольно. И куда же без стиха? Спасибо за подписку. Окей. Просмотр... Повторный... Просмотр выйти. По идее же все хорошо. Шиньха пытается играть роль, поэтому у нее такой говор неестественный. Я вообще не представляю. Оно как-то странно. Она не похожа на человека, который может прям так отыграть. Ну ладно. Явись, дорога к победе. Рекламное поручение от священного призыва семерых. Заказчик хочет способствовать продвижению новой колоды. Завершите монтаж, используя 5 или более 2. Завершите монтаж, получите, ну, все то же самое. Окей. Явись, дорога к победе. Наш следующий заказ из Инадзумы, страны, где мы впервые встретились. Да? Да, точно. Что я это... Оглядываясь назад, могу сказать, что если бы ты и чудесная страна... Если бы не ты и чудесная страна Инадзума, я бы никогда не ступил на режиссерский путь. Мысли об этом навевают столько воспоминаний. Прошу прощения за отступление от темы. Клиент хочет, чтобы мы прорекламировали новую колоду священного призыва семерых, сделав акцент на радостной атмосфере, когда группа друзей собирается вместе. Создать такую атмосферу для тебя не должно составить трудностей. Как и всегда, если у тебя есть другие идеи, не стесняйся поделиться со мной. Так, начните с того, как Аратаги Итта раздает карманные деньги членам банды Аратаки. Аратаки, правильно. А потом покажите, как они обсуждают, на что их потратить. Так, Аратаки раздает карманные деньги членам банды. Даются карманные деньги. Аратаки, ты. Не понял. Тут возмущаются. Вот. Давайте это будет 4. 1.
Как будто бы он сейчас такой подходит. Нет, это не то. Босс? Что такое? Ой-ой-ой. Меня ТикТок булит, подождите. Араратаки. Араратаки. Данияр, ты чё? Тебе что, 30-ник? Ты меня на год младше всего? Ты чё, стар, как я? Подожди, ты 31, может быть, уже. Ладно. Обзор материалов еще тыкни. Там хоть сразу все описания есть. Обзор материалов? Обзор материалов? Как будто разницы нет. А, ну, в смысле, можно сразу все почитать. Так. Для чего карманы может отложить? Кто со мной за тройными шашлычками? Так выступлю, спасибо. Ваши О, вот ваши карманные деньги. Рука. Вот он подошел такой, типа, злой. Хотя, чего он будет злиться? Ну, нужна сцена, где он подходит. А здесь он везде злится. Чтобы потратить новенькую колоду для священника. Ну не, давайте, типа, он такой подошел, вроде злой, и они такие, босс. И он такой, пацаны. Где? Пацаны, вот ваши карманные деньги. И он дает вот этому. О, как раз хотел купить рамен. И 4-й кадр может отложить. Выслушав идеи остальных, Аратаки Ито начинает сердиться. Но члены банды этого не замечают и радостно обсуждают, как потратить... это нужно туда убрать. Угу. Так, это они уже пришли к чему-то. Ну подождите, он же вот пришел. Вот ваши карманные деньги. Тут просто больше других... Это он уже возмущается, то есть это потом. Это они обсуждают это то, что нам надо дальше делать. И он хочет 1.4 кадра. Ну давайте тогда... Вот-вот, он пришел, типа возмущенный. Хоп, а они такие, типа, что происходит? Он такой, вот ваши деньги. И 4-м кадром... Кто со мной за тройными шашлычками? А тут... Тут они начинают... Ой, как раз хотел рамен. Может отложить. Сколько? 8 кадров. И вот он потом злится. Так, обсуждает, как потратить деньги. В итоге гнев это выплескивается наружу, что приводит всех в недоумение. Это вот эта сцена. Вот он злится. И потом вот это. Босс. У меня получается двойное проникновение кадров. Покажите, как Аратаки Ито высказывает сомнения в том, что в том, как они хотят потратить карманные деньги, а потом предлагают потратить их на более подходящие вещи. Вы не забыли, на что карманные деньги? Чтобы их тратить на новенькую колоду для священного призыва семерых. Ну это вот эти сцены. Порекомендуйте рекламный... продемонстрируйте рекламный слоган священного призыва. Вот он. Священный призыв семерых, победитель идет к своему триумфу.
закрадывая сцену, в которой Куки Шинобу сомневается в вероятности победы остальных. Ну, как будто бы вот. Типа вот он пришел. Но вот это немножко не вяжется. Он пришел злиться на них. Почему злиться? Он говорит, вот ваши карманные деньги. Кто со мной за шашлыками? Ого, я как раз хотел легкий рамен. Может отложить? Мужики, вы чё? Босс? Вы не забыли, на что даются карманные деньги? Чтобы их тратить на новенькую колоду для священного призыва семерых. Священный призыв семерых. Победитель идет к своему триумфу. Напомните-ка, кто из вас чемпион? Ну не знаю, давайте попробуем. Как будто кадров не хватает. Босс? Вот, ваши карманные деньги. Ну да, как-то странно. Кто со мной за тройными шашлычками? Ого, я как раз хотел купить легкий рамен. Я тоже хочу. Может отложить. Босс. Вы не забыли, на что даются карманные деньги? Чтобы их тратить на новенькую колоду для священного призыва семерых. Священный призыв семерых. Победитель идет к своему триумфу. Напомните-ка, кто из вас чемпион? Шинобу всех раскидала. Не хочешь получить сертификат на продвинутого монтажера с твоим навыком? Это сейчас стоит попробовать. Слэш, Шинобу, ты чё? Это Риви, да, реально пришла булить меня? Лайки, а потом... Да. Лайки не пускает ТикТок иногда. Поэтому тут я ничего не поделаю. Всем привет! Ну блин, в начале нужны сцены, где пацаны просто тусят. Может... Давайте сделаем так. Вот ваши карманные деньги. И... начните с того, как Аратаки раздают карманные деньги членам банды Аратаки, а потом покажите, как они обсуждают, на что их потратить. Ну вот, он дает деньги. Они говорят... Подожди, они говорят с... Спасибо, босс. Где? Так и поступлю, спасибо. О, как раз хотел рамен. Может отложить. Аратаки... раздают карманы. Покажите, как они обсуждают, что их хотят купить. Подожди, где еще одна сцена была? Вот. Кто со мной? Да, вот он говорит. Нет, вот так вот получается. Вот так. Вот. О, как раз хотел себе купить рамен. Кто со мной за тройными шашлычками? Нет, он говорит шашлыки, потом... Ого, как раз хотел купить рамен. И потом такой один, блин, может отложить? Идея остальных Аратаки начинает сердиться. Вот так. Вот так. Сердиться, но члены банды этого не замечают. Кто потратил в итоге гнев Аратаки. Как раз легкий рамен. Выплескивает гнев наружу. Вот так. А потом 9-е. Покажите Аратаки высказывает сомнение о том, что хотят тратить. Нет, вот сомнение же. Выплескивает, что приводит всех в недоумение. Вот, все, он
Вот так вот. Вот так, вот так. И потом он злится, у него жопа загорается. Так, где горящая жопа? Вот. Вот. Потом он начинает говорить: пацаны, вы чё? Вы чё, пацаны? Подходящие вещи. Но тут у меня вроде все правильно. Священный предмет. Да, давайте как будто бы так. Вот ваши карманные деньги. Кто со мной за тройными шашлычками? Ого, я как раз хотел купить легкий рамен. А, Роман, простите, может отложить? Ого, я как раз хотел купить легкий роман, простите. Босс? Вы не забыли, на что даются карманные деньги? Чтобы их тратить на новенькую колоду священного призыва семерых. Священный призыв семерых. Победитель идет к своему триумфу. Напомните-ка, кто из вас чемпион? Чё? Восторженный отзыв. Ха-ха-ха, другого от своей подруги я не ожидал. Снято, как я и хотел. Как в следующий раз будем снимать рекламу боев, а не кабута. Что? Как? Тоже к тебе обращусь. Все, теперь я сделал все правильно. Теперь я молодец. Так. События. Забираем. Забираем. Подумай о своем будущем. Заказ на специальную рекламу от Академии. Заказчик хочет предупредить новых студентов, что нужно с осторожностью выбирать свое направление обучения. Это не реклама о наборе новых студентов. Окей. Блин, жалко кадров. Было бы побольше кадров. Подумай о своем будущем. Следующее задание, как бы сказать, это социальная реклама и вовсе не реклама для набора новых студентов. Цель – предупредить студентов, чтобы они были осторожны при выборе академического направления. Помни об этом и старайся не отвлекаться на некую ведущую актрису. Естественно, тебе предоставляется свобода творчества. Главное — оставить неизгладимое впечатление у просмотревших студентов. Как сказала мне другая актриса, резать — это тоже творчество. Как это она, походу, это жопа у нее горит. Синопсис. Сцены с 1 по 3. Начните с того, как Фарузан собирается с мыслями у своего стола. Затем прибывает посыльный с письмами от студентов, и Фарузан с нетерпением их принимает. Фарузан сидит за... Это ты? Так, Фарузан. Кто такой Фарузан? Ты Фарузан? Кто Фарузан? Подожди, женщина Фарузан? Она Фарузан? Она Фарузан? Я думал, это мужчина. Профессор Фарузан, пришли письма от студентов. Да, они наконец-то пришли записаться на мои занятия. Позволь мне взглянуть. В первых 2 письмах Фарузан получила вежливые отказы от ее наставничества. Фарузан задела повторяющееся в письмах слово «сосредоточиться». Затем она открывает письмо от Колей. А в первых 2 письмах... Искреннее письмо. Профессор Фарузан, благодарю вас за приглашение. Я долго размышляла над ним и решила, что мне будет лучше сосредоточиться на учениях Кшахревара. Письмо из Гандхарвы. Простите, профессор Фарузан, но я хотела бы еще немножко поучиться у моего наставника. Так, сосредоточиться. Ну, сосредоточиться я в конец поставлю, как будто бы логичней. Потому что, в синопсисе так пишется. Затем открывает письмо от Колей. А где Колей? Подожди, Колей же она. Вот она. Это же Колей?
Тогда получается... Уважительное письмо. Прошу прощения, профессор, хоть я и интересуюсь механизмами и древними письменами, времени у меня мало, и мне следует сосредоточиться на других предметах. На учениях. Тогда вот так, потом вот так, потом вот так. Это же Колей, правильно? Я просто не уверен. Ну, она вроде выглядит как Колей. У нее что же зеленый волос? Я не помню, как она. Да, Колей зеленый, все окей. От Колей. Так. Подожди, не понял. С 4-й сцены. Первую получила Фарузан. Отказы от юнося Фарузан задела письмо слово. А как мне показать повторяющееся слово? Типа вот сюда. Сосредоточиться, значит. И потом она читает вот это. А постепенное раздражение Фарузан рассеивается, и она размышляет о том, как это хорошо, что у молодежи есть свои цели, на которые они могут сосредоточиться. Это она? А, это не она. Ну, хорошо, когда есть цель. Так, ну это как будто бы вот сюда, а вот сюда нужно поместить, где у нее задница горит. Ах, молодежь нынче сосредоточена лишь на своих делах. Ну, хорошо, что есть цель. Это же не она. Или это она? Просто это не похоже на ее юбку. Ну, давайте, типа, у нее загорелась задница. Потом, ах, молодежь ниже. А, нет, подождите. Да, это она, это она. И потом она говорит, все окей, все. Потом она остыла. Заключение, которое увещает зрителей хорошо завесить выбор что направление? Завесить выбор направления, чтобы потом не жалеть об этом. Заключение, которое увещает зрителей хорошо взвесить выбор направления, чтобы А где? А я это использовал? А, использовал. Как следует обдумайте направление в жизни, чтобы ваш выбор не разочаровал вас. Как будто немножко обидели ее. Всем привет. Профессор Фарузан, пришли письма от студентов. Да? Они наконец-то решили записаться на мои занятия. Позволь мне взглянуть. Искреннее письмо. Профессор Фарузан, благодарю вас за приглашение. Я долго размышлял над ним и решила, что мне лучше будет сосредоточиться на учениях к шаврам. Уважительное письмо. Прошу прощения, профессор. Хоть я и интересуюсь механизмами и древними письменами, времени у меня мало, и мне следует сосредоточиться на других предметах. Сосредоточиться, значит. Простите, профессор Фарузан, но я хотела бы еще немножко поучиться у своего наставника. Ах, молодежь нынче сосредоточена лишь на своих делах. Ну, хорошо, когда есть цель. Как следует обдумайте направление в жизни, чтобы ваш выбор не разочаровал вас. Понял. Восторженный отзыв. Ко мне стало приходить все больше студентов. Неужели в академии сказали правду? Это действительно реклама для привлечения студентов? Или все дело в монтаже? Я не виноват. Осталось последнее. Так. Бум. Бум. Вольное приключение, безграничная радость. Заказ на рекламу о наборе в настольную труппу. Настольную труппу? Настольную?
Заказчик хочет воссоздать захватывающие профессиональные настольные приключения, чтобы привлечь больше людей в свой клуб. Монтаж, давайте посмотрим. Вольное приключение, безграничная радость. Вот мы и добрались до нашего последнего заказа. Это простая реклама о наборе в настольную труппу. А клиент хочет, чтобы мы привлекли больше любителей в их клуб, показав захватывающее и хорошо проведенное настольное приключение. Для такого эксперта в области монтажа, как ты, подобное задание будет детской забавой. Ты уже знаешь суть, в рамках основных требований можешь свободно заниматься творчеством. Но все-таки актеры как будто бы слишком квалифицированы для рекламы о наборе в клуб. Клуб хобби. Судебный дуэлянт, глава Спина де Росула, всемирно известный магический дуэт и даже госпожа Фурина. Здравствуйте, у меня ее нету. Должен признаться, я очень нервничал, когда узнал, с кем предстоит работать. Ты же не думаешь, что это настольная труппа прикрытие для какого-нибудь тайного общества? Может быть, за всем этим скрывается более глубокий смысл? Так, эпизод, в котором члены настольной труппы вместе участвуют в игре под руководством Кларинды. В роли ведущего она по очереди встречает негациантку. Я не знаю, что такое. Преградившую дорогу бронекраба-щитовика и Крио-папоротник, который охраняет сокровища. Навия в роли искательницы приключений в каждой встрече пытается использовать убежище. Участвует в игре под руководством Кларинды. Участвует в игре. Ведущий Кларинды. Поиск легендарного сокровища привел вас в восторженное негациантке. Она необычайно насторожена. Вот. Но это как будто бы не то. Можно, у меня есть общение с растением. Смотрите-ка, так не то. Искательница приключений. Это конец. Ну, тогда вот это. С 1 по 6. Участвуют под руководством Кларинды. Ведут по очереди. Встречают. Краб. Вот. И Крио-папоротник. Ведущий, вы убедили ее показать путь, но перед вами появляется грозный... Кого ее? Это негациантка? Негациант. Купец или коммерсант. Серьезно, первый раз в жизни слышу это слово. Ну что такое? Грозный щитовик. Последовав подсказке бронекраба, вы наконец находите сокровище, но стережет его холодный и непреклонный Крио-папоротник. Навия в роли искательного приключения каждой встречи пытается свалить. Так, потом так, потом... Так, это мы видели. А где вот это? Я использую на нем убежище. Окей, вот это. Па-па-па. Вот так вот. Все, 7. Когда Фурина сомневается, можно ли использовать убежище на растениях, Навия демонстрирует, что... она здесь должна сомневаться? Я что-то пропустил? Можно. Так, это окей. Ладно. Так, давайте сделаем вот так и...
10 тысяч. Так, под руководством Кларинды, ведущая по очереди встречает недооценку. А, вот это торговская. Она хочет на ней использовать убежище, потом краб убежище, потом эта фигня убежище. Потом она говорит, типа, можно разве использовать? Алло, ты что, женщина? Так, убежище на растениях. Навик демонстрирует, что у нее есть навык общения с растениями. Это было вот тут. Можно, у меня есть общение с растениями. Смотрите-ка, выпало 20. 20, хорошо. Что есть на растениях, потом она выбрасывает 20. И успешно получает сокровище. Используйте убежденно. Ну подождите, я же не пропустил ничего. Ну, вот же сцена, она спрашивает, 7-я сцена. Постойте, разве можно использовать убежище на растениях? У меня выпало вообще, смотрите-ка, выпало. Ну, то есть это одна сцена. И здесь 9-я сцена. Успешно получает... все, а потом она выбрасывает 20, успешно получает сокровище. Ладно, кривопапоротник смущенно... Так, окей, 10-й. Линия Линет по порядку говорят слоган настольной игры. Лили Линет. Лили Линет. Это... Лили... Лини. Линет. Это Линет. А где это? А где второе? Так нет уже очереди, у меня только один кадр с этой фигней. Я сейчас все посмотрю. Ждет вас. Ну да, я могу в конце добавить просто вот это. Все, она типа говорит, воля причая, да? И папа. Как будто конец. Похоже, нормально. Вольное приключение, безграничная радость. Поиск легендарного сокровища привел вас в встревоженной негацинге. Она необычайно насторожена. Ханаджо. Искательница приключений. Я могу... Вы убедили показать ее путь, но вдруг перед вами появился грозный бронекраб-щитовик. Искательница приключений. Можно я использую... Что происходит? После подсказки бронекраба вы находите сокровище, но стережет его холодный и непреклонный криопапоротник. Я использую на нем убеждение. Постойте, разве можно использовать убеждение на растениях? Можно. У меня есть общение с растениями, и смотрите-ка, выпало 20. Блин, я хочу Синавию. Ладно, криопапоротник смущенно зарывается обратно в землю. Сокровище ваше. Победитель по жизни. Великолепное приключение, бесконечная радость. Настольная труппа ждет вас. Это она была. Восторженный отзыв, неплохо. И... что? Повествование и исполнение безупречные. Даже я не смогла найти, к чему придраться. Ты молодец, это я одобряю. Так. Ну, мы монтажеры, получается. Бум. Собрать? Собрать. Там что-то еще было. Послесловие. О, поговорите с Ковье. А ты где? А ты здесь. Секунду, дайте попью. Приветствую, великая искательница приключений. Зови меня великим монтажером, зови меня экспертом по рекламе.
Ха-ха, похоже, производство рекламы не слишком утомило тебя. Хорошо, иначе мне пришлось бы задуматься. Не хочется тратить... Что? Задуматься не хочется тратить наше драгоценное совместное время на что-то скучное. В конце концов, у нас не всегда есть возможность встретиться. Найти искательницу приключений, путешествующую по всему миру, сложнее, чем достать звезду с неба. Иногда мы случайно встречаемся в кафе, как сейчас, а иногда я расспрашиваю всех, где тебя найти, но никто не знает. Плюс... в том, что при каждой встрече я узнаю новую захватывающую историю. Никогда не бывает скучно, но грустно то, что никогда не знаешь, а вдруг это последняя встреча. Да ладно, ты сгущаешь краски. Я буду заглядывать тебе почаще. Ну ладно, если продолжу ворчать, то превращусь в одного из тех вызывающих жалость пенсионеров, которые показывают в социальной рекламе. Я почти закончил с рекламными роликами, а теперь пришла пора начать съемки нового фильма. Снова придется работать, не покладая рук. Даже когда мы закончим, мы будем продолжать стремиться к своим мечтам. Обещаю. Но не забудь, что я приглашаю тебя на ужин. Ты чё? Старый, ты чё себе решил лольку загробастить? Я не такая. Ну не забудь, что я приглашаю тебя на ужин. Не обязательно в фонтейне. Слышь, руки на стол. Хороший охотник, ресторан «Народный выбор», таверна «Ламбада». Мы можем отправиться в поход... Свет включите, что за интим? Мы можем отправиться в поход или на охоту. Главное, чтобы мне это было по силам. В общем, жду. Яйца не кати ко мне. Ну, пес какой. Сейчас бы рамен дал убежище отдыхать на Тенра. Да, рамен хочется. А что у нас там по примагемам? Ой, не туда. О, есть чуть-чуть. 4. Окей. А, мы же крутим сразу, я забыл. Сколько у нас откручено? У нас там прям вообще мало. Ну, уже все, я ее не выбью, я понимаю. 6 откручено. Деньги есть и даже не в подмышках у дедов. А как же копить? Отстань, осталось 4 дня. Какой копить? Я смирился на самом деле, что мне оно не выпадет, потому что... Ну, откручено 6. Вот, мне фембой падает просто по КД. Да не буду. Я в депрессии. Анимика говорит, а вдруг сейчас упадет? Оно не может упасть раньше, чем на 40-й крутке. Такого не бывает. Анимика говорит, просто помоги. Сатаранга Хислинг. Ладно, может быть, что-нибудь... И на самом деле я не против, если бы мне Дехи упала. Клятва Кристрантиай говорит проклятие цыпленочка. Епролай говорит может. Не может. Катока-катока я говорит, в такое не верю, жду это все свой фотошоп. с гарантом 60+. Изумрудный шар. Данияр Шеймарденауф говорит ахаха. Тенчик сосиской хочет в команду Тенры. Да, Чакмейт достал. говорит, у меня никто не падал, точка так, что это удача. Анимика говорит, у Тепч уже гарант. Анимика говорит, ты на мане проиграл. Нет, я знаю, что у меня гарант. Я к тому, что мне не выпадет раннюю. Ты ей не играешь даже. Так я буду играть. Ладно, давайте пойдем в разлом, наверное, вернемся. Хоть чуть-чуть сегодня что-нибудь. Что я делаю? Джей. Не то. Так, и Надзума. Не понял. Анимика говорит, ну и как тебе ивент? Прикольный. Душный. Да нет, не душный, Кристрантиай прикольный. говорит, все, стирай память о фонтейне. Не сказать, что я Ахах. в восторге. Такой обычный. А где вход здесь? Данияр Шеймарденауф говорит, у меня гарант и 70 откручены, но второе созвездие Фурины показывает средний палец. А как войти в него, я не понял. Ущелье. Разлом. А, вот, все. Алло. Кристрантиай говорит, другая карта снизу справа выбери.
Снизу Еплай говорит нижний правый угол нажать на карте. Чайник, разлом. Давайте вот сюда поставлю, отслеживать и пойдем. Там же там стоит женщина, которая улучшает, да? Мы вроде там насобирали камушков. Можем попробовать. Риви говорит, здравствуйте, снова к вам пришла. Здравствуйте. Как ваши дела, Ривичка? Привет. Нужна моя помощь с улучшением адюванта. Помоги улучшить. Мне теперь вот эта штука нужна. Светоносная руда. Мне сказали, дадут по квесту. У тебя нет сюжетного камушка. Тебе по квесту дадут, потом улучшить только можно будет. Дядя, мне уже говорили. Ладно, пойдемте поднимемся наверх, возьмем телепорт. Риви говорит, прекрасно только вернулась домой и наконец-то легла. Отдыхай. Там, кстати, Макс Газ с Фоксом в Капхэт играет. Сюжетку проходить буду. Удачки вам. Давай, всего доброго. Ли говорит, я тут одна. Ты Риви тут говорит, у тебя как? Одна? Нет, не одна. У меня нормально. Пойдет. Риви, и Ли, вы хоть в выходные-то отдыхаете? Сейчас же Наурус. Все дела. Ли говорит, солнышко, приветики тебе, Стика. Покемон говорит, привет. Привет. Слизь. Ну прекрати. Слизь. Ли говорит, теперь не одна, но народу реально мало. Потому что чтение. Люди же не любят, когда читают. Риви говорит, ладно, Якшон напоминаю подавай. и спрашиваю, когда розыгрыш лун, или это уже закончено. Ой-ой-ой, это я забыл, я сделаю. Завтра я Риви выложу. говорит, не мне работать надо. Это плохо. Я в дырочку провалился, что ж такое? Так, фоточка. Ну, такое, скудненькая фоточка на самом деле. Кристен Тиай говорит, Тенре просто специально почти месяц розыгрыш не делал, чтобы я снова могла участвовать, аха. Ну, я тройной розыгрыш, тройное Риви говорит, и проникновение в солнышко, розыгрыш делаем. приветик Светапчика. У вас милый голос, спасибо большое, покемон. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при работе с тяжелой техникой. Не используйте тяжелую технику для транспортировки светоносных кристаллов, которые нужны, обнаруженных в глубинах разлома. Я иду за ними. Я иду за вами, пацаны. Я телепорт не открыл. А он далеко? Кто в курсах? Ох, какой шапалах им дал. Чак Мейд говорит, наушники, пацаны! чай упал, блин. Ты жив, сорян. Нет, подожди, Риви умри. говорит, Мика, Спасибо за подписку. да я уже отдыхаю. Сейчас немного полежу можешь и умереть? убираться начну. Лэри Пожалуйста. Луна говорит, к вам тут уже подкатывают. Ой, ко мне часто подкатывают. Алло, ты такой наглый. Пусти. Вот. Лэри Луна говорит, Ревичка, приветик. Алло, Чак а почему Мейд не говорит, открылось? лучше дождись его. А я что-то не вижу, не понимаю. Тут же нету Риви говорит, света, приветик, вот Луна. этого всего. Ну? Так, что я не понимаю? Забаговалось из-за того, что они упали? Аня Мика говорит, МБ1 еще где-то прячется. Может, вон тот? Покемон говорит, Лэри Лунар Here on Fire. Кто Это что за подкатывает? лунная походка, алло? Я не подкатываю. Аня Мика говорит, на мосту. Не-не, покемон не Кристен подкатывает. Тиай говорит, они, наверное, вниз улетел. Не, это все-таки этот пес был. Он просто уходил пописать. Че удумал, хитренький какой. Ага. Так, я вижу телепорт. И как Ли будто бы говорит, неохота туда идти. Тик собака сообщение не отправил. Хотела сказать, что вот, отвыступала и теперь наконец-то отдых. Да, это очень важно, отдыхай.
Главное, не переутруждайте себя, не это. Ли говорит и еще. Вот Скажу он. вам так, скоро ждите сюрпризик. Мы на месте, пожалуйста, используйте Лэри камеру. Луна говорит, там Пимечка мне про твой сервер рассказывает, заманивает к вам. Пимечка, про мой сервер? А, ну если хочешь, заходи, играй. Аня Мика говорит весь чатик, на заслуженный отдых смайл, улыбка с подмигиванием. Так. Чё фотать? Вот это? Ну, окей. Кажется, мы такое уже видели. Черная и липкая субстанция. Все нормально, пока она не белая. Что? Вы видели такое раньше? Да, Уциню просила предупредить тебя, быть осторожней, а ты опять не послушалась. О, пацаны. Вы такие тимплейные, прям вообще молодцы. Хе-хе, что-то не так. Хе-хе. Раньше было лучше. В наше время. О, ладно, окей. Ух ты! Кто такая? Ой-юшки, что это было? Вы видели? Я ничего не видела, и ничего... слишком шумело. Так, куда мы идем? А куда мы идем? А у нас квеста нету, алло. Я могу, конечно, в теории пойти улучшить адюлант. Могу пойти просто по следу. Этот человек что-то оставил. Угольки у костра еще теплые. Может, похитители сокровищ? Они здесь повсюду. Так, не то. Том. О, а мы тут были. Оказывается. Мне что, теперь его в соло убивать? А можно я соберу бабочек? Ты что, дурная сделала? Не понял? Улетела. Окей. Чакмейт говорит, да? Здесь легко по сюжетке. Аня Мика говорит, а вот и червячок. Куки будет довольна. Угу. Пацаны. Покемон говорит, хочу тульский пряник. Зачем? О, ты жив. Зачем? Давай. Ой, какие-то плюшки вкусные падают. Ед, хорошо. Что-то как будто я сейчас иду на рандоме. Может, у меня квест слетел, я не понимаю. Ливая. Вернитесь в лагерь, отряд до георазведки. Понял, принял. Сейчас мы тогда вон там соберем. О, там какой-то дядька классный, смотрите. Го дружить.
Я надеюсь, у меня он это... А, нет, он слабый. А ты что такой слабый? Ты такой пафосный тут стоял, а в итоге такой слабый. Кристрантиай говорит модный, Фуксию носит. Да. Чакмейт говорит, ты можешь кристаллом очищать от жижи. Еще нет. Еще не Аня могу. Мика говорит юноша. Что? А, да. Пойдемте сейчас пообщаемся, сейчас все будет. Сейчас, походу, диван улучшит. О! Пес появился новый. Спасибо за помощь, пожалуйста, возьми. Спасибо. К чему такая вежливость? Это же Мора Хедива. Говори тише, чтобы этот скряга из Сумеру не услышал нас. Давай найдем Циню. Возможно, ее опыт и мудрость помогут решить несколько вопросов, возникших у нас по дороге. Циню не любит говорить об этом, но так же, как и ты, славишься своими подвигами на драконьем хребте, она была довольно известной личностью в шахтах. Хихи. Говорят, она сопровождала поисковые отряды миллилитов. Они спасли много людей, но все это уже в прошлом. Я не должна упоминать о них слишком часто, или она совсем... она снова рассердится. Ну ладно, не буду тебя задерживать. Давай. Яблоко. Так, давай я сначала улучшусь. Да, я хотел улучшиться. О, вы вернулись. Клитофа, ты... что ты здесь делаешь? Хе-хе, ну... Ценю, ты знаешь этого парня? Да, он продавал поддельные лекарства в шахте. Повсюду рекламировал лекарства для настоящих мужчин. Рабочие покупали и обнаруживали, что это всего лишь сироп из Чакмейт говорит после валяшек. болтовни с ней. Но это не токсично, дешево, вкусно, охлажденно со льдом. Так что с учетом всех обстоятельств это было гораздо лучше, чем покупать напитки далеко в городе. Мы не виделись столько лет. Ты стал похитителем сокровищ? Ну, можно и так сказать. Как ты узнала, что... Ты многого не знаешь. Я не зря 20 лет провела в шахтах, не видя света. Сажу с лица смыть легко, а вот цвет рук не изменишь. Ну, скажи мне, что ты умеешь? Что? Ну, скажи мне, что ты умеешь? Отряд георазведки не кормит бездельников. Он сказал, что умеет делать взрывчатку. Он похвалил все здания похитителей сокровищ. Алхимия, которую ты изучал, когда-то пригодилась. Хорошо, нам по-прежнему не хватает взрывников. Но разве мы уже не вызвали взрывника из Манштата? Зачем нам этот парень? О, ты о девушке-взрывнике. Сегодня утром Мунин получила письмо с извинениями из Манштата. Ее посадили за то, что она взорвала печь в хорошем охотнике. Попала за решетку, да. Даже ее сопровождающий опекун, капитан кавалерии, тоже в тюрьме вместе с ней. А, это Кли и Кая. Не могу ничего толком понять. Может, это шифр манштатцев? В любом случае, она не может приехать. Кто бы это мог быть? Можем считать, что нам повезло или нет. Возможно, Клитофа более безопасный выбор. Путешественница, ты тоже так думаешь? Тебе сегодня улыбнулась удача, Клитофа. Джицюнь. Не переживай попусту, этот Клитофа тоже манштатец. Считай, разницы нет. Пойдет. Спасибо, ценю! Спасибо огромное! Так я теперь в отряде георазведки? Сначала докажи свою преданность. Не доверяю я этому парню. Взрывники занимаются важной работой. На кону жизни людей, а он из похитителей сокровищ. Хватит уже. Я знаю этого парня дольше, чем ты. Он неплохой по натуре и не способен на совсем ужасные поступки. Дай ему время показать себя. А почему вы вернулись? Не только ведь для того, чтобы познакомить меня с вашим новым другом.
Дорога к нижним уровням затоплена. Нужно использовать горовзрыватель, чтобы открыть проход. Ха! Горовзрыватель? Эй, чего смешного? Горовзрыватель? Ну, ха-ха, очень смешно. Прости, хоть и звучит довольно старомодно, но мы в инженерной бригаде называем это устройство механизмом безопасных взрывов 2156. Ну, горовзрыватель звучит миленько, спору нет. Если вы собираетесь использовать эту пушку, к сожалению, я никогда не входила в команду взрывников. К тому же мне надо позаботиться о лагере, но я думаю, что где-то здесь должна быть инструкция. Ах да, ключи от склада спрятаны возле 2 водяных фильтров. Я отмечу их на карте. Что? Это почти так же легкомысленно, как и класть ключи под коврик у двери. Что за мера безопасности? Да, но разлом никогда не был местом, куда могли попасть обычные люди. Даже если бы кто-то с дурными намерениями спустился. Ведь не сразу в голову придет, что оба ключа спрятаны в таких очевидных местах. Ты согласен, мой друг, похититель сокровищ? Ну, Эрги не смог найти ключи от склада. Что? Ну и тупица. Ладно, в любом случае нужно заняться картами. Клитофа я оставляю вам. Больше не переживаешь за него? Ха! А я останусь настороже. Кто знает, вдруг у него есть какой-то хитрый план против нас. Даже если Циню доверяет ему, я не ослаблю бдительность. Я не успокоюсь, пока он не окажется в руках миллилитов. Присматривай за этим парнем. Не дай ему шанса выкинуть какой-то фортель. Теперь, когда вы знаете, где ключи от склада, я займусь своими делами, хорошо? Кстати, путешественница, должно быть, по дороге сюда ты видела необработанную светоносную руду. Если понадобится, разыщи меня, и я помогу обработать. Она неплохо работает в адъюванте. Кажется, ее кристаллы могут сдерживать черную грязеподобную субстанцию. Светоносный камень и черная субстанция как будто противостоят друг другу по своей природе. Однако, как это работает, мне непонятно. Что я могу сказать? Я не слишком много знаю за пределами своей профессии, но думаю, когда ты найдешь нечто, что станет намного понятней. Когда ты найдешь нечто, то станет намного понятней. Окей. Рамка, привет. Давай улучшаем эти. Улучшить. Есть контакт. И еще раз улучшить. Какие мы молодцы. Спасибочки за подарочек. Бум. Все. Хорошо, что мы тут собрали. Тот кусочек. Так, что у нас такое? Таинственный знаменосец. Черный как смоль. Поразив персонажа со щитом, он ценой собственного HP создает барьеры для себя, черных доспехов и рыцарей черного змея поблизости. Очень интересно. Так, секунду. Хочу быть в команде Тенри. Добро пожаловать. Прокачали, потанцевал. Да, потанцевал, прокачали. Олег, прошу прощения. Черная кисть. Кстати, у меня ее много, у меня же она на ком-то одета. Я могу ее вкачать. Мисс драконьей крови. Этот чел просто убивает эффективность щита деда. Да, я по сути понял, просто там описание было странное. Дед. Оружие. Черная кисть. Улучшить. Пробудить. Да. И да. Пробудить. Увеличит урон по слайму. Окей, будем бить лица слаймом. Так и понял. А что ты хочешь? Ты что ревешь? Кристен Тиай говорит, Дак, пробуди на фул. Кристен Тиай говорит, еще же хватает. А мне говорили всегда один оставлять, я поэтому не потратил. Чакмейт говорит, слайды берегитесь.
Ну все, как бы. Чакмейт говорит М-звездочка. Аскарбра говорит, Можно очень полезно создать бить один. слаймов Face with Tears of Среда, Joy, суббота. with Tears of Joy. Сегодня четверг, да? Кристрантиай говорит, тебе еще нападает он на Фейс. Так, здесь 90-й, 50-й. Можно создать 2. Кстати, сегодня можно добывать яички. Подземелье закрыто? Сегодня же не пятница, ё-моё. Окей. Ты что хочешь? Ох, ерунда какая-то. Это так странно. Ох, должно быть где-то здесь. Куда же она подевалась? Что случилось? Мое кольцо, оно пропало. Оно так много для меня значит. Мне нужно его найти. Как оно выглядело? Такое латунное, с красным самоцветом. Я нашел его у озера Лавы, где, по легенде, пал теневой дракон Дурин. Вот почему его блеск напоминает темное пламя. Ух ты! Легенда гласит, что повелитель бездны устремит свой взгляд на владельца кольца и пошлет свою армию, чтобы убить его. Ох! Но на драконьем хребте нет озера Лавы. Спасибо за подарочек. Здрасте. Это моя вина. Ведь я поэт, и мне не чужды драматизация и новые истории. По правде говоря, это кольцо было найдено в гнезде хорька-барахольщика. Оно было таким красивым и как хорошо сохранилось, что мне захотелось оставить его у себя. Это же воровство! Не говори так. Оно случайно мне попалось. Как бы то ни было, это кольцо мне дорого. Что-то известно о местонахождении кольца? Вообще-то тут водятся хорьки-барахольщики. Они могли украсть кольцо, пока я спал. Значит, бывают люди, которые снимают свои кольца перед сном? Впервые о таком слышу. А вот у Пайман нет такой привычки, ведь нужно думать, куда ложишь кольцо, а это отнимает время сна. А бывают ли маленькие кольца Пайман? Для Пайман? Конечно, бывают. Ты еще столького не знаешь? Хватит. Это так невежливо болтать впустую о привычках других людей. В общем, если хотите помочь, то поищите логово хорька-барахольщика. Говорят, поблизости есть лагерь похитителей сокровищ. Я отметил вам на карте. По слухам, там часто появляются хорьки-барахольщики. Вероятно, они как-то связаны с похитителями сокровищ. Проверьте там. Кольцо, украденное у хорьков-барахольщиков, вновь украдено хорьками-барахольщиками. Память считает, что оно вернулось своему владельцу. Не смейся надо мной. Дурак. Ладно. Так. Что такое? Ага. Ой. Аня Мика говорит, Что, отдай. простите. Что отдать? Кристрантиай говорит, отдай кольцо. А у меня есть кольцо? Натали Фелови говорит, всем приветики. Натали, привет. Аня Мика говорит, оно у тебя в инвентаре. Мы же находили, точно, ё-моё. Ё-моё. Мы такие модные и стильные. А вот и ты, получилось. Смотри, это твое? Да, огромное спасибо. Пожалуйста, прими это в благодарность. Тут немного, но я сложу о тебе стихи, восхваляющие твои деяния. Дурак. Руки за грибуки. Так. Ну, это было быстро. Аскарбра говорит, это его кольцо Face with Tears of Joy. Ну, мы же на прошлом стриме его Аня Мика нашли. говорит, хотел прикарманить колечко. Колечко-кольцо, руки за грибуки. Моя прелесть. Аскарбра говорит, блин, сейчас вернусь. Давай. Так. Па-ба-ба-ба-ба. О. Давайте все-таки заглянем вот сюда. Вон он, я его вижу. Вагонетки не работают. Ед плохо.
что такое? Это уже выход куда-то? Нет. Эскрбра говорит, тут сундучок весит никому не нужной монетки. Кристран Тиай говорит, нашел и забыл. Получается, Спасибо. можно было не отдавать, хада. О, Покемон по говорит, канату а можно сколько было вам пройти? годиков? Мне 31 годик. Так можно? А, можно по канату ходить. Я канатоходец. Сюда. Так, вижу камушек, вижу призрака. Пойдем. Ай. Отстань. Не разговаривай со мной. Кристран Тиай говорит Чари Уаук по канату, но в цирке не выступает. Ой, хороший сундук. Эскрбра говорит, я, пожалуй, на YouTube перейду, павук! что-то неудобно. Конечно. Покемон говорит, я подавилась. Зачем? Зачем я убил павука? Прости, павук. Я думал, ты мне что-то дашь. Ой. Кристран Тиай говорит, убивец. Я не думал, что... Точнее, я думал, что он что-то мне даст. Это же павук. ファッションは私が定義する Аня Мика говорит, убил павука, чтобы он в тебя не плевался. И все? Чакмейт говорит, все не будешь Человеком-пауком. Ну вот. А так хотелось. Макс Каракул говорит, игра уебанская. Забань Мика, дурачка. Ой, я же теперь могу рассеять эту фигню всю. Кристран Тиай говорит, уей-ая. Макс Ха, Каракул туда. говорит, за что? За маты. Аня Мика говорит. いやそこな水インあフォーレ Бум. Есть контакт. А где... Говорит, вы только на да. тета стремите. ТикТок, Ютуб и Твич. То, что красненькие сообщения ты видишь, это с Ютуба. Ну, у меня основные зрители с Ютуба. В целом. Не понял, а где? Внизу? Пацаны, я пришел за сундуком. Давайте делиться. Аня Мика говорит за такие слова, и загрызть не жалко, смайл, улыбка с подмигиванием. Натали Феллови говорит, скорее под потолком. Он прям висит там, окей. Все-то ты помнишь. О, здесь пацан просто умер. Томота классный. Так. Обманула, получается? Вон он, все, вижу. Тихо. Тихо. Эскобиаро говорит, долго же я тебя в рекомендациях Ютуба искал. Зачем ты меня в рекомендациях искал, когда можно подписаться? Кристран Тиай говорит, лутаем сундуки, а ресов постоянно не хватает. Да не говори. Контент, чат. Не стонай. Прям вон там он, да? А как? Я канатоходец, это я умею. Я могуч, я гоняю кучу-куч. Чакмейт говорит, застрял точка, откормил ее. Не-не-не. Там просто было места мало. Либо она хотела внимания, такое тоже бывает. Где мой канат? Ага. О! Вкуснее. Эскобиаро говорит, Вайтенра Вайшалун. Я... Кристран Тиай Когда я говорит, на был манштатских шалуном. оладушках стала дедушкиной внучкой.
Так, мы сэкономим чуть стамину. Алло, по канату уже не нужна стамина. Эй. Так, мне нужно вниз. Ничего полезного, интересного я не вижу. Водяной фильтр — это та большая кружка или штука, она сказала. Надо к яичку подойти. Вот оно как работает. Чакмейт говорит ближе. Все. Что такое? Пацаны, а что Кристен Тиай делаете? говорит хорошая кружка под пиво. Одобряю. Ой. Блин, знаете что? Я каждый раз об этом думаю, каждый раз забываю. Можно я прочитаю сейчас? Я нажму вот так, я нажму таланты и нажму вот это, да? Так. Вызывает яростный поток огня, который бьет окружающих врагов, нанося им урон по площади. Также дает Ян Фэй максимальное количество багровых печатей и эффект блеска. Блеск имеет следующие эффекты. Периодически дает Ян Фэй, спасибо за подарочек, Ян Фэй одну багровую печать. Увеличивает урон заряженной атаки. Нужно сначала сделать ульту, а потом бить. Эффект блеска пропадает, если Ян Фэй покидает поле боя или погибнет. Условия ясны, договор о жизни и смерти заключен. Ты умрешь, я буду жить. Все понятно. Понятно. Теперь стало ясно, потому что я нажимаю Q, и как будто бы не очень было понятно, что она дает. Ну, понятно, что это АОЕ какой-то урон был, но казалось, что что-то должно быть еще. И оно действительно есть. Сначала нужно прожать ульту, а потом уже бить. Оказывается. А вы молчали. Кристен Тиай говорит ульт. Заряженка. Сменился. С Ишкой то же самое, если у тебя 3 печатища спиной. Угу. Кристен Тиай можно ульт говорит Е, за а потом звездочка. это автоатаку. Ну, заряженную. Пойдем. А вы придете в круг? Походу я приду в круг. И такое бывает. Кристен Тиай говорит Нине, нельзя, ульт тебе уже максимум дает. Понял. Значит, ульт, Кристен Тиай автоатаки... говорит, тогда ты потеряешь печати, они заменятся. Все окей. Так. Что у нас такое? Мы вообще пришли сюда, на самом деле, по Эшли квестам. говорит, мы просто по новому стандарту чатика работаем, как в школе. Ученик сам должен прийти к разгадке ошибки своей, поэтому все по-новому, и в чатике вот и не говорили. Покемон Давай, говорит, я выкручивайся. переместилась с ТикТока на Ютуб. Вот это я одобряю. Вот это ты молодец и умничка. Прекрати. Тон. Помню, как в Наруто этот Тон-тон бегал такой. Тон-тока-тока-тока-тон-тока-тока-тока-тон-тока-тока-тока. Эшли говорит, Так я не забавно выкручиваюсь. Так и есть, лисы всегда правы. Не-не, лисы всегда хитрые Чакмейт жопы. говорит, подсвечивает куда и что. Так, не понял, а где... Тут должен быть ключик, да? Тут где-то это, ключик. Ты угнал ключик или что? Эскобиароу говорит, я кинул сундучок в ТикТоке и перешел на Ютуб. Спасибо, да, там все равно никто не сидит. Спасибо большое. Чакмейт не говорит, нужно. убей слайма.
Надо было дедом бить, мы же теперь... Опа, ну чё? Действительно. Ну и дела. Кто додумался спрятать ключ здесь? Говорит Пайман. Эшли говорит, жопка у меня, конечно, да хорошая, но не хитренькая. Это у меня носик хитренький. Не-не-не. Покемон говорит на ютубе удобнее. Удобнее, еще и в 2К, там все дела, вот это качество. Так, тихо. Просто осмотреть с птичьего помета. Ничего вкусного нету. Они же заряжают мне еще мой адъювант, я вспомнил. Чакмейт говорит, хорошая охрана. Слайм охранял как мог этот ключ. Давайте вот это откроем, пока это. Потому что есть чувство, что как будто я вот сюда, мне не будет надобности возвращаться. И чё? Кристиан Тиай говорит, на кого хватило бюджета, того и наняли. Эшли говорит, лучше бы они лису поставили на охрану. Вот тогда бы Тенра люлей получил бы. Да, вообще глупости. Натали Фелови говорит, да, тут бы по пути все чистить. Эскобиароу говорит, открывай все телепорты, поверь мне, это тебе поможет. Понял. Анимика говорит, а дед пришел и навалял своей палкой. Она еще и больнее делает. Палка для слаймов же, смайл, улыбка с подмигиванием. Назару IT говорит, мы уже в долг смотрим. Да, вы в долг я уже видел, да. Сейчас. Чакмейт говорит, мощный дед. Слайм убийца. Угу. Ладно, давайте доберемся до призрака, и мы у него доведем его до всех классных чувств, до его места. Ой, там тоже слизь. Давай ты пойдешь в сторону слизи, давай. Покемон говорит, там фея была. Угу. Эшли говорит, Ол, осуждаю Тенра. Шо? Взялась. Анимика говорит, довести призрака и уйти. Ну вот кто так делает. Ах. Эскобиаро говорит, я думал, мы сюжет проходить будем. Кристиан Тиай говорит, вот я не понимаю людей, как в школе были те, кто спрашивал про домашку. Если учитель забывал, так и тут напоминают про долг. Вот эти вот задроты непонятные. Там его непонятные. чувств собрался доводить. Неважно. Эскобиаро говорит, они побочные. Ну, я понимаю. Ну, просто это локация, в которой мы Натали сейчас Фелови пришли по говорит, сюжету. тут большая кучка. Ага. Блин, а у нас превьюшки-то нету. Эскобиароу говорит, ну ладно, не жалуюсь. Так, ладно. Я не знаю, давайте где-нибудь найдем сейчас превьюшку. Мы как раз на телепорте стоим. Кстати, у нас все доступные телепорты открыты. Поэтому все хорошо. Чё мне такое влиевое? Подождите, следующий стрим будет по-любому по разлому. Поэтому давайте мы где-нибудь вот здесь перед разломом сфотаемся. Дмитрий Мордвинцев говорит, Чилукэт. Чилукэт. Чакмейт говорит, возле червяка. Кстати, да, можно было возле червяка. Мы можем вот здесь снаружи сфотаться. Просто там такие локации убогие. Как будто бы неохота там фотаться. А вот здесь, если мы сейчас сделаем рассвет. Вот так. Лэри Луна говорит, здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ой, как хорошо. О, это что, красота? Эскобиароу говорит, в будущем там будут красивые локации. Лэри Луна говорит, стоп, что я одна в ТТ. Ты вдвоем в ТТ. Тут там еще Наталья сидит. Эскобиароу говорит, но я Все на этого не ютубчике. говорил. Посмотрите, какая красивая Ой, ты молодец какая.
Аня Мика говорит, красота равно 3. Шикарно. Все. На этом мы и закончим. Ну что, чатик. В долг опять посмотрели. Поэтому все по-прежнему, все как всегда, ваша душа моя. Всем большое спасибо за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Сегодня как-то очень быстро время пролетело, может быть, потому что мы делали какие-то новые активности. Вот. Но на этом стримчик мы завершаем. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. И как всегда на прощание. Все. Да. Лук ворона напоследок вам оставлю и ухожу. Ну ничего себе, я не хочу отдавать вам душу. А поздно. Ты в долг посмотрела? Все. Ты тут новенькая, но душу придется отдать. По-другому никак не работает. Все. Всем спасибо, всем пока. Я ухожу. Я убегаю. Не надо. YouTube, Twitch и Trovo. Вам отдельное пока-пока. Ладно, я согласна. Вот умничка.